Как проверить качество стройматериалов? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Однажды в глухой деревне, затерянной среди хвойных лесов, мужчина построил дом. Он выбрал самый дешевый кирпич, самый дешевый цемент и самый дешевый утеплитель. Через 2 года, во время сильного мороза, стена его дома рухнула, как карточный домик. Он не погиб, но потерял все – тепло, крышу над головой и веру в честность строительного рынка. Этот случай не выдумка. Он произошел на самом деле. И таких историй тысячи. Люди верят, что стройматериалы – это просто кирпич, бетон и доска. Но за каждым из них скрывается целая наука, технологии, подделки и миллионы рублей, которые можно потерять за считанные дни. Сегодня вы узнаете, как проверить качество строительных материалов. Не просто прочитать сертификат, а увидеть правду там, где другие видят только красивую упаковку. Когда вы покупаете кирпич, вы платите не за глину. Вы платите за то, что этот кирпич выдержит десятилетия морозов, дождей и ветров. Но как понять, что перед вами не подделка? Начнем с простого. Возьмите кирпич в руки. Он должен быть тяжелым. Легкий кирпич – признак пористости, а значит, он впитывает воду как губка. Постучите по нему металлическим предметом. Звук должен быть звонким, чистым, как колокольчик. Если звук глухой, внутри могут быть трещины или пустота. Это уже брак. Но есть и другой способ. Капните на кирпич воду. Хороший кирпич впитывает ее медленно. Если вода сразу впиталась, перед вами кирпич низкого качества. Он разрушится за 3 зимы. В одном из регионов Урала строители использовали кирпич, который прошел все документы, но через год стены начали крошиться. Причина – поддельная маркировка. Завод просто переупаковал бракованный кирпич и отправил его на продажу. Основной строительный материал – это цемент. Без него нет фундамента, нет плит, нет прочности. Но и здесь ловушки. Представьте, вы купили мешок цемента марки 500, а на деле 300. Разница огромна. Цемент марки 300 не выдержит нагрузки. Он потрескается, начнет крошиться, и фундамент просядет. Как проверить? Во-первых, посмотрите на дату производства. Цемент теряет свои свойства со временем. Через 3 месяца после выпуска он теряет около 15% прочности. Через 6 месяцев – уже до 40%. Свежий цемент должен быть рассыпчатым. Если он слипся в комки, его хранили с нарушением условий. Влажность убивает цемент. Есть и химический способ. Возьмите немного цемента, добавьте воды и замесите. Положите смесь в емкость. Через 24 часа проверьте. Если смесь затвердела и держит форму, все в порядке. Если она мягкая, крошится, не держит, перед вами подделка. В Краснодаре один застройщик купил цемент по низкой цене. Через месяц после заливки фундамента он начал трескаться. Экспертиза показала, в цементе было больше 30% золы и глины. Это уже не цемент, а строительный мусор. Арматура – скелет любого здания. Если она слабая, дом не выдержит нагрузки. Особенно это критично для многоэтажек. Но как проверить арматуру? Во-первых, посмотрите на поверхность. На ней должны быть рифленые насечки. Они обеспечивают сцепление с бетоном. Если насечки слишком мелкие или их нет, это плохой признак. Во-вторых, попробуйте согнуть арматуру. Качественная арматура должна быть упругой. Если она гнется слишком легко, перед вами подделка. В Новосибирске один дом начал проседать через год после постройки. Причина – арматура, которую заменили на более тонкую и мягкую. Под видом класса А3 продавали класс А1. Разница в прочности почти в 2 раза. Утеплитель – невидимый герой. Он не держит стены, но сохраняет тепло. Однако и здесь мошенники не дремлют. Минеральная вата должна быть упругой, не крошиться, не содержать посторонних включений. Если вы сожмете плиту и она не восстанавливается, это брак. ЭППС должен быть однородным.
Если внутри видны крупные шарики или каверны, перед вами низкокачественный материал. В Ярославле один дом утеплили дешевым пенопластом. Через 2 года он начал крошиться, а в стенах появились грибок и плесень. Причина – неправильная плотность и нарушенная структура. Дерево – древнейший строительный материал, но и оно подвержено подделкам. Сосна выдерживает нагрузки, но если ее не просушить, она начнет гнить, деформироваться, привлекать насекомых-древоточцев. Влажность древесины не должна превышать 15%. Чтобы проверить, используйте измеритель влажности. Его можно купить за несколько тысяч рублей. Или просто постучите по доске. Звук должен быть чистым. Если звук глухой, внутри может быть гниль. В Карелии один банщик построил баню из якобы сухого соснового материала. Через полгода стены начали прогибаться. Причина? Материал хранился под открытым небом и впитал влагу. Керамзит – легкий и удобный материал для перекрытий и полов. Но его часто подделывают, добавляя глину или шлак. Как проверить? Возьмите горсть керамзита и бросьте в воду. Качественный керамзит будет плавать. Если он тонет, значит, слишком плотный, значит, в нем много примесей. В Омске один застройщик сэкономил на керамзите. Через год полы начали проседать. Причина? Материал впитал влагу и увеличился в весе. Листы гипсокартона очень хороши для интерьера. Но не все листы одинаковы. Тонкий картон, тонкий гипс, и стена не выдержит даже полки. Проверяйте толщину. У стандартного листа она должна быть 12 мм. У влагостойкого тоже, но цвет зеленый. Постучите по листу. Звук должен быть глухим, но равномерным. Если где-то звук другой, внутри может быть пустота. В Екатеринбурге одна семья сделала ремонт, использовав дешевый гипсокартон. Через месяц на стенах появились трещины. Причина? Неравномерная заливка гипса на заводе. Плиточный клей, казалось бы, мелочь. Но если он плохой, плитка отвалится. Проверяйте состав. На упаковке должно быть указано цемент, песок, полимерные добавки. Если добавок нет, клей не будет эластичным. Замесите немного клея. Он должен быть пластичным, не растекаться. Нанесите на кирпич и прижмите плитку. Через сутки попробуйте сдвинуть. Если держится, нормально. В Сочи один ресторатор сделал ремонт, использовав дешевый клей. Через месяц плитка стала отваливаться в туалете. Представьте, что это было в зале. Самое страшное – это документы. Мошенники легко подделывают сертификаты. Поэтому требуйте паспорт качества. В нем должны быть указаны марка, дата производства, партия, ГОСТ. Позвоните на завод. Спросите, выпускали ли они такую партию. В одном из случаев в Ростове-на-Дону строители купили кирпич с поддельным сертификатом. Завод подтвердил, такой партии не было. Но есть и светлые истории. В Казани один фермер построил ангар для хранения зерна. Он лично проверил каждый мешок цемента, каждый кирпич, каждую доску. Он вложил больше времени, но сэкономил в 10 раз. Через 10 лет его ангар стоит как новый, а рядом 3 других, которые уже ремонтируют каждый год. В Челябинске женщина построила дом для своей родни. Она не была строителем, но изучила все. Проверяла каждый материал. Сначала смеялись, потом уважали. Ее дом – один из самых теплых и крепких в деревне. Ошибка в выборе материала – это не просто трещина в стене. Это риск для жизни. Это потеря денег, времени, нервов. Это разрушенная мечта о своем доме. Но вы можете изменить это. Вы можете стать тем, кто знает и не верит на слово. Кто проверяет и строит не на авось, а на знаниях. Сегодня вы узнали, как проверить кирпич, цемент, арматуру, утеплитель, дерево, керамзит, гипсокартон, плиточный клей. Вы узнали, как читать документы, как звонить на завод, как проводить простые тесты. Это не магия. Это доступно каждому. Возьмите лист бумаги. Составьте список материалов, которые вам нужны.
Получите информацию по каждому пункту. Используйте то, что вы узнали. Потратьте час, чтобы сэкономить годы. Строить – это не только про кирпичи и бетон. Это про ответственность за себя, за свою семью, за свое будущее. Начните сегодня. Проверьте хотя бы один материал. Убедитесь, что он качественный. И знайте, каждый ваш шаг – это шаг к дому, который простоит столетия. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.